Это волшебная палочка, кстати. Авада кедавра! Ой, нет. Отмена. Кто будет видео-то смотреть? В черном городе жила девочка, которая просто обожала делать милый декор на Хэллоуин. Добро пожаловать на канал Габи DIY. Меня зовут Элина, и сегодня мы с вами займемся хэллоуинским декором. Потом буквки тын-тын-тын, и в конце надпись типа как карандашом. Как вам мой аутфит, кстати, напишите в комментариях, я в конце про него расскажу. Вы даже не ожидаете, из чего это все сделано, но мне кажется, очень круто подойдет для какой-нибудь вечеринки по случаю Хэллоуина. Начнем с привидений. Для начала нужно сделать форму для будущего привидения. Я для этого использую банку, подсвечники и фольгу. Фольгу сминаю в шарик и укрываю пищевой пленкой, чтобы потом без проблем снять готовое привидение. Для рук тоже катаю маленькие шарики и покрываю пленкой. Беру марлю, отрезаю нужную длину, примеряю на основу привидения. Я взяла универсальный клей ПВА и ничем его не разводила. Я переместилась на пол специально, чтобы привидения потом остались здесь стоять и высыхать. Окунаю марлю в клей, хорошенько отжимаю и укладываю на основу. Каждое привидение укладываю в 2 слоя. Они у меня будут стоять на полу, поэтому я формирую для них такую как бы основу и задаю движение. Можно таких призраков подвешивать, тогда марля не должна касаться пола, чтобы при застывании края свисали. Оставляем сохнуть на сутки. 24 hours later. Вторая идея — это такой хэллоуинский венок. У меня был вот такой новогодний, я в свое время покупала его в Икее и решила сделать его более мрачным. Кстати, для венка можно использовать сухие ветки, это даже получится более эффектно, просто связать их проволокой. Я прикреплю к нему летучих мышей при помощи проволоки, чтобы они как бы летали вокруг. Ссылки на все материалы, которые я использовала, я, как всегда, оставлю в описании. Для начала креплю кусочки проволоки по всему периметру венка. У меня получилось 10 креплений. Для того, чтобы приклеить летучих мышей, скрутила вот такие колечки на концах проволоки и посадила мышек на горячий клей. Пора красить венок. У меня было 3 незаконченных баллончика с черной краской. И все их я использовала.
Напоминаю, что красить нужно на улице, либо в хорошо проветриваемом помещении, и обязательно надевайте маску или респиратор. Крашу с обеих сторон, и летучих мышей тоже. Они были глянцевыми, а мне хотелось сделать их матовыми. Мне хотелось сделать такую гигантскую паутину на камине, и я решила попробовать сделать это 3D ручкой, которую я одолжила у сына. Оказалось, что 3D ручкой работать не так просто, как кажется. Это был мой первый опыт, я сделала несколько образцов, и сначала мне очень хотелось, чтобы паутина была супер прямая, но в процессе я поняла, что я так сделать не смогу, и решила, что ничего страшного, пусть она будет чуть-чуть кривоватая. Я нарисовала шаблон на листе бумаги. Чуть ты огромную паутину рисуешь, Да. а потом по ней делаешь 3D паутину. Да. Интересно, оно отлепится от бумаги? А я не на бумаге буду делать, а вот на такой пленке. Я бумагу под пленку подложу. Да. Понял. Сверху положила прозрачную подкладку. Эти подкладки, кстати, я покупаю в Leroy Merlin в отделе кухонь, они там стоят по 100 рублей, и я беру их прям оптом, потому что они мне постоянно пригождаются. И начала 3D ручкой рисовать паутину. Здесь даже нельзя дать каких-то конкретных рекомендаций, потому что нужно пробовать и смотреть, как лучше получается в зависимости от постановки руки. Я сделала 3 детали для того, чтобы сформировать на камине уголок. И уже на месте я соединяю детали той же 3D ручкой. Так как мне сегодня еще лететь на метле, видимо, просто необходимо держать себя в хорошей физической форме. Поэтому я занимаюсь платформой FitStars. Это можно делать из любого дремучего леса, если у вас есть интернет и смартфон. Или планшет, или компьютер, или телевизор. Тренировки можно смотреть с любого устройства. Йога, силовые, растяжка, кардио, все эти направления собраны в одном месте. Это очень удобно. У Адама были каникулы, поэтому мы с ним занимались вместе. На FitStars есть специальные тренировки для детей. Занимательные и веселые. У меня тариф безлимит навсегда, то есть я могу пользоваться платформой до конца жизни. И советую вам тоже обратить внимание на этот тариф, тем более по моему промокоду вы получите на него очень хорошую скидку. А еще, приобретая этот тариф и тренируясь, можно получить крутые подарки от FitStars. Умные весы Peacock, у меня, кстати, такие есть, я ими регулярно пользуюсь. Сертификат в фирменный магазин и даже посадить свое дерево в лесу FitStars. Для этого нужно пройти 100 тренировок. Присоединяйтесь и будем тренироваться вместе. Все ссылки я оставлю для вас в описании под видео. Ну а мы возвращаемся к нашим страшилкам. Ну и куда же мы без кровавых свечей? У меня был вот такой референс, и я взяла классические конические белые свечи и красные тонкие свечки для того, чтобы ими накапать воск.
Здесь все просто. Поджигаю красную свечу и капаю растопленный воск на белую, чтобы получились кровавые подтеки. Ну, я не смогла отказать себе в желании вырезать тыковку. По-моему, первый раз в жизни. Я до этого никогда не вырезала. Тем более у меня была очень красивая круглая тыковка из маминого огорода, которая идеально для этого подошла. Можно тебе помочь? Да. Здесь ко мне присоединился помощник. Сначала мы пытались резать кухонным ножом. Очень тяжело, потому что тыква очень плотная. И тогда взяли тонкий канцелярский нож, дело пошло гораздо быстрее. Когда сверху сняли шапочку, нужно вычистить все внутренности. Я это сделала столовой ложкой, еще можно использовать миксер. Выбрали мордочку, я нарисовала эскиз, и Адам начал вырезать по нему. Традиция вырезать тыквы на Хэллоуин уходит корнями в ирландский фольклор и легенду о Джеке-фонарщике. Джек был хитрым, но скверным человеком, который обожал обманывать всех, и обманул даже самого дьявола. По одной из версий легенды, однажды дьявол явился за его душой. Но Джек, не желая расставаться с жизнью, пригласил дьявола выпить и попросил его превратиться в монету, чтобы оплатить счет. Как только дьявол сделал это, Джек положил монету в карман рядом с серебряным крестом, что лишило дьявола способности вернуться в свой облик. Дьяволу пришлось пойти на сделку. Он согласился оставить Джека в покое на 10 лет. Когда этот срок прошел, дьявол вновь вернулся за его душой. Но и в этот раз Джек его обманул. Он попросил сорвать для него яблоко с дерева. Как только дьявол залез на дерево, Джек вырезал крест на стволе, поймав дьявола в ловушку. В обмен на свободу дьявол поклялся никогда больше не забирать душу Джека. И вот когда пришло его время, Джек не попал в рай, потому что был грешен, но и в ад он не смог попасть, потому что дьявол сдержал свое обещание. Он дал ему лишь тлеющий уголек, который Джек положил в вырезанную репу, и с помощью этого фонаря освещал себе путь в вечной темноте. Когда ирландцы переселились в Америку, они поняли, что тыква гораздо более доступна и удобна для вырезания, чем репа. Так тыква и стала символом Хэллоуина. По преданию, она отпугивает злых духов, таких же, как сам Джек, скитающийся между мирами. Когда тыква была готова, я подумала, что нужно ее чем-то обработать, для того, чтобы она дольше сохранилась. И вычитала, что можно сделать это, замочив ее в воде с хлоркой. Я так и сделала, замочила на 5 часов в воде с белизной, и вот я снимаю эту тыкву на 3-й день после вырезания. Помогло ли это замачивание, судите сами. Если вы знаете еще какие-то варианты, как сохранить тыкву подольше, то, пожалуйста, пишите в комментариях. Вместо обычной свечки я использую свечу на батарейках. Итак, костюм. Вы удивитесь, как просто его сделать. Для короны я взяла ободок и пластиковые стяжки, закрепила стяжки по всему ободку, прикрепила летучих мышей, которые остались после венка, и покрыла все это краской из баллончика. А вуаль — это та самая марля, которая осталась после привидений. Я ее просто покрасила черным акрилом, просто в ведре возила ее вместе с акрилом. У меня акрила было мало, поэтому она такая немножко неравномерно окрашенная.
Вот такие у нас с вами получились украшения на Хэллоуин. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какая идея понравилась вам больше. Обязательно подписывайтесь на мой канал. И до встречи в следующих выпусках.